Приветствую вас, мои дорогие зрители! Сегодня мы будем говорить о дефиците цинка в нашем организме. Это очень серьезная тема, потому что этот микроэлемент неимоверно важен для организма. Его просто нельзя недооценивать. Если его не хватает в организме, начинаются различные проблемы. Известно только около 200 функций, которые связаны с работой цинка в организме. И эти функции нужны для того, чтобы мы вырабатывали энергию, потому что все процессы в нашем организме, процессы переваривания, всасывания, усвоения, они связаны с определенными энергозатратами. И цинк принимает активное участие в различных пищеварительных процессах. Он участвует в производстве пищеварительных ферментов, поэтому представляете, насколько он важен. От цинка очень зависит здоровье нашего кишечника. При его воспалении того же кишечника цинк не может усваиваться в полной мере. Дальше, работа инсулина. Все понимаете, он регулирует сахар в крови. И если инсулин с этой задачей не может справиться, то возникают проблемы с резкими скачками сахара в крови. Если инсулин не выполняет свою работу, сахар таким образом застревает в крови, можно так сказать, становится как густой тягучий сироп, поэтому белки не могут перевариваться и выполнять, конечно, полноценно все свои функции. Сахар просто в данном случае аккумулируется в крови и никуда не девается. И дальше начинаются проблемы с транспортировкой кислорода в кровь, с транспортировкой питательных веществ. И цинк, конечно, здесь выполняет вообще очень серьезную центральную функцию. Он держит этот инсулин. Если в организме нехватка цинка, эффективность работы инсулина значительно снижается. Еще такой момент, то есть если не хватает в организме инсулина, притупляется вкус и обоняние, так как цинк взаимодействует с нашими вкусовыми рецепторами. И часто люди не могут просто почувствовать вкус настоящей еды, то есть они не могут почувствовать вкуса качественного, хорошего, такого чудесного сливочного масла и бегут за соленым, за сладким в магазин, и пошло в ход все соленое, все сладкое. И, конечно, эта еда, самая сладкая, самая соленая, это еда высокообработанная. То есть особенно еда из супермаркетов, из фастфудов. Это разные сладости, это чипсы, это соленые орешки. Только проблема такой едой точно не решается. Цинк из нее никак не получишь. Значит, это просто вкусовой обман организма. То есть то, что просто обманная какая-то штука. При дефиците цинка начинают образовываться белые пятнышки на ногтях. Обычно они появляются, когда вы съедаете много углеводов. То есть, когда съедаете много углеводов, запас цинка снижается в организме. Это связано с тем, что большое количество сахара или углеводов лишает организм самого цинка. И если у вас появилось белое пятно где-то в центре ноготочка, то есть на указательном пальце, на среднем пальце, а ногти наши обновляются каждые 6 месяцев, значит, примерно 3 месяца назад вы праздновали какой-то денрик и слопали все сладкое, включая торт именинника. Это первый из показателей. То есть дальше идем. Хронические простуды и инфекции. Когда вы постоянно простужены и организм постоянно цепляет какие-то различные инфекции, то есть частые болезни летом, болезни зимой, частый прием антибиотиков, причем разных антибиотиков, это говорит просто об ослабленном иммунитете и вашей иммунной системе. И говорит о возможности дефицита цинка. Если подумать, сам вирус невозможно убить, так как он не живой. Это просто набор генетического материала в такой особой оболочке. Он может активировать вашу энергию из клеток и запустить целую череду различных иммунных реакций. И цинк способен держать под контролем эти самые вирусы, риновирусы. Если начинаешь заболевать и принимаешь цинк, то как раз цинк может ускорить ваш процесс выздоровления и даже предотвратить саму болезнь, если вы вовремя его приняли, прямо на начальных симптомах. На вирусе появляются различные такие назальные синдромы, заложенность горла, носа, чихание, поэтому нужно больше цинка. Цинк очень связан с нашим иммунитетом, и когда нарушается баланс между медью и цинком, а цинка должно быть реально в 10 раз больше, чем меди, это тоже ведет к ослаблению нашей иммунной системы. Дальше. Такой симптом, как проблемы со сном, он тоже может быть вызван дефицитом цинка. А далее проблемы с кожей, то есть такие проявления акне, экземы, различные дерматиты. Могут быть какие-то другие проблемы с кожей. Например, они могут имитировать дефицит цинка, а на самом деле нехватка витаминов А, В или В6 – это тоже проблема с кожей. Поэтому всегда нужно смотреть на все в комплексе. Если у вас не хватает цинка, то вы, конечно, и не можете усваивать и задействовать определенные витамины. А потому что
Все микроэлементы работают только вместе с витаминами. И цинк – один из главных микроэлементов, входящий в состав более чем 300 ферментов. Он участвует во многих химических реакциях в нашем теле. Например, он взаимодействует с белками. И если его недостаточно, идем дальше к следующей проблеме. Да? То есть, например, состояние волос, так называемая аллопеция. Это когда волосы выпадают клочками и редеют. Это может быть связано с дефицитом витамина В тоже, да? Но и с дефицитом цинка, так как они работают вместе, и цинк, и витамин В. Далее, понижается уровень тестостерона у мужчин при нехватке цинка и у женщин. При его снижении начинает снижаться либидо. И причина этому может быть тоже дефицит цинка. Дальше, сбой месячных. Цинк очень часто связан с гормонами прогестероном и эстрогеном. И еще могут во рту при дефиците цинка образовываться различные язвочки, различные болячки. То есть они тоже могут быть связаны с его недостатком. Дальше сахар и стресс. Они истощают запасы цинка, потому что вырабатывается больше кортизола, и нашей иммунной системе нужно больше цинка. Таким образом, его запасы истекают. Не забывайте, что цинк входит в состав многих ферментов. Это очень важно помнить. Много цинка содержится в таких продуктах, как устрицы, как морепродукты, как морская капуста. В принципе, это продукты-чемпионы, но мы на марафонах разбираем более подробно. То есть этот перечень более широкий, перечень данных продуктов. Еще цинк помогает создавать белые кровяные тельца. При стрессе очень важно принимать цинк, чтобы иммунитет был сильным и защищенным. Часто цинк пытаются получить из злаков, но в злаках содержится вещество, которое блокирует цинк, это фитиновая кислота. В общем, о цинке можно еще говорить много. Я затронула только такие некоторые главные аспекты. И при выборе цинка, конечно, ищите качественный, ищите органический. Смотрите, чтобы была хорошая дозировка. Я в моей практике и лично для себя, и для своей семьи использую цинк в дозировке 25 мг. Итак, ниже под этим видео пишите ваши вопросы, пишите комментарии, подписывайтесь на канал, ставьте, конечно, лайчик или жмите на пальчик вверх. Будьте здоровы и до встречи в следующих видео. Пока!